Всем привет! Решил сделать такой новый формат для моего канала. Видео о том, как я прохожу собеседование. Если это видео вам понравится, то я постараюсь в будущем сделать больше таких видео о том, как я прохожу собеседование. Это собеседование, которое вы сейчас видите на экране, собеседование на позицию Junior Plus. Такой современный стек. В основном там требовался SwiftUI, по UKIT меня не спрашивали. И опыт работы требовался от 1 года. Но прежде чем мы перейдем к самому собеседованию, хотелось коротко сказать о том, почему навык прохождения собеседований так важен. Ну, наверное, вы со мной согласитесь, что для того, чтобы найти работу, недостаточно просто научиться программировать, да, пройти курсы, понять основы языка Swift или там другого языка и все, идти работать. Нет, нужно еще уметь разговаривать, уметь показать, что ты знаешь. То есть, сказать просто, коротко, нужно иметь навык успешного прохождения собеседования. И это особенно актуально, конечно же, новеньким, которые только что прошли обучение, но не только, да, это актуально для всех программистов, да, даже для тех, кто уже сейчас имеет работу, потому что все меняется, и рано или поздно нужно будет искать новую работу. Поэтому всегда очень важно следить за тем, хорошо ли прокачан у нас навык прохождения собеседований. И согласитесь, что это не так уж и просто. Да. Может быть, есть какие-то страхи, ну, особенно у новеньких, да, что я чего-то еще не знаю, а вдруг меня спросят то, что я еще не знаю. Даже если у нас есть какая-то уже работа, да, разработчиком, все равно важно проходить собеседование, чтобы, так сказать, держать руку на пульсе и знать вообще, что требуется сейчас на рынке труда вот, по данной профессии. Навык прохождения собеседования – это очень важный навык, и чем раньше вы начнете этот навык прокачивать, тем лучше. В связи с этим я со своими друзьями решил запустить двухнедельный курс по тому, как успешно проходить собеседование. Все желающие могут записаться на этот курс, не только студенты школы. То есть вам не обязательно будет проходить обучение с первого модуля у меня в школе. Даже если вы обучались самостоятельно или где-то на других курсах, все равно можете записаться на эти курсы, чтобы прокачать свой навык успешного прохождения собеседований. Курс будут вести опытные сеньоры-разработчики, которые ежедневно проводят собеседование и сами проходят собеседование. Они знают, какие сейчас задают вопросы. И на этом курсе они расскажут вам обо всех подводных камнях, которые вы, возможно, ранее не знали. Более подробно о курсе я, конечно, расскажу чуть позже, но если сказать коротко, то на этом курсе будут разобраны 90% самых распространенных вопросов, которые встречаются на собеседовании. И не только разобраны эти вопросы и ответы, но и будут разобраны таким образом, чтобы у вас было понимание того, почему нужно отвечать так или иначе. То есть, чтобы вы глубоко понимали тот или иной вопрос и смогли свободно отвечать на него. И что не менее важно, на этом курсе мы расскажем вам, как вести себя, если вам задали вопрос, на который вы не знаете ответа или не уверены. И здесь вот тоже очень важно правильно вести себя, потому что частенько бывает такое, что задают те вопросы, к которым мы не подготовлены, да, или, возможно, не знаем, что на него ответить. Итак, если вам интересно, пишите мне в личку, я запишу вас в лист ожидания, и когда соберется группа, то мы стартуем обучение. Ну а теперь давайте перейдем к собеседованию. Собеседование, которое сейчас вы увидите, оно состояло из двух частей. Первая часть – это вопросы по теории, не так много было вопросов, и потом были вопросы, нужно было ответить на некоторые практические вопросы по коду. А во время теоретической части, да, когда мы будем обсуждать вопросы, я, конечно же, лица показывать не буду, и о самой компании тоже я там в конце видео обрезал, чтобы не светить компанию и лица. И во время теоретической части на заднем фоне вы будете видеть, как я пишу простенькое приложение и то, что не связано с самим собеседованием. Ну а во время второй части, когда там были вопросы практически на доске, то доску, конечно, я вам покажу, чтобы вы тоже видели, что за практические вопросы были на этом собеседовании. По легенде я представился начинающим middle разработчиком, сказал, что у меня примерно год работы. Но, как я вам уже сказал, в конце вопросы о самой компании я вырезал. И еще одно. Когда вы будете смотреть собеседование, пожалуйста, проверьте, подписаны вы на канал или нет. Если не подписаны, то подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. И пишите, пожалуйста, в комментариях, проходите вы сейчас собеседование или нет. Если проходили, то напишите, пожалуйста, некоторые вопросы, на которые вы не смогли ответить. Если вы это сделаете, то я вам буду очень признателен. Ну все, далее идет само собеседование. Так, как меня слышно? Нормально? Да, вас слышно хорошо, да? Да, меня Александр зовут, со мной Артем. Я синьор-разработчик, он middle. А, Вы у нас на позицию Junior Plus. Все верно? Да, все верно.
Ну, вы так себя и ассоциируете с Junior Plus или, может, Нет, middle, и я у не меня знаю. уже год опыта работы есть, и я работал с UIKit, с PrideKit тоже трогал, с SwiftUI, поэтому как бы я, можно сказать, что и на уровень middle тоже, наверное, подойду. Мгм, я понял. Хорошо. Значит, по собеседованию у нас будет разделение на две части. Первая — это теория, ну и там походим немножко. Теорию я проведу, по коду там уже Артем подключится. Вот. Ну и по ходу, если по ходу собеседования, если у него будут вопросы, тоже будут включаться. Ну, в принципе, можно уже приступить. Так, ну, меня сейчас интересует конкретно вот по опыту работы около года, да? Да, да, Может, да. на «ты» перейдем сразу? Да, да, я не против. Окей, окей, хорошо. Ты сказал, что опыт работы около года с технологиями какими? С Swift UI, да? Да, я также изучал UIKit, UIKit, да? SpriteKit и, ну, в большей степени, Ага. конечно, SwiftUI, да, потому что это новый фреймворк и в большей степени Да, да, но подходит. нам требуется именно Swift UI разработчик. Так, хорошо. Это была одна работа или если одна, то сколько проектов там было? Да, была Если одна, не одна, то сколько проектов вообще? но я работал над несколькими проектами на одной работе, но помимо основной работы также работал над Мгм, своими проектами, подпроекты тоже свои развивал. Так что несколько проектов своих и на работе мгм. тоже были, конечно, опыт есть. Понятно, понятно. Хорошо. Ну, давай тогда к теории сразу, не будем долго распыляться. Первый вопрос. Подскажи отличие ссылочных типов и типов значения. Что это вообще такое? Для чего мы их используем в Swift? Мгм. Я понял. Ну, получается, ссылочные типы — это reference type, это можно, к ним можно отнести, например, такие типы данных, как основные, как классы, функциональные типы данных, например, функции, замыкания, вот новый тип, который появился в Swift 5.5, акторы, и можно даже, наверное, перечислить туда и индиректные перечисления. И главное отличие от типов значения, от value type, это, получается, структуры, перечисления, которые не индиректные, и такие вот тоже к ним относятся к типам значения. Это такие основные типы, как string, int, value, value, bool. Главное отличие в том, что у ссылочных типов передается ссылка на значение, а у типов значения передается само значение. И в связи с этим, когда мы меняем, допустим, значение в ссылочных типах, то если мы это изменяем значение в одной ссылочке, то изменяется значение во всех других ссылках, потому что в ссылочных типах данных значение хранится в одном месте, просто у них есть доступ с разных, так сказать, источников, с разных ссылок. Если же мы меняем значение... Где ссылочные? Слышно меня? А Да-да-да. в каком месте ссылочные типы хранятся? Ну, они хранятся в куче, да? Они хранятся в куче, и получается, и доступ к ним также можно, получается, получить из любого места программы. Вот. Мгм. Мгм. А в Так, стеке тогда хранится? в стеке хранятся структуры, типы значения. Мгм. Мгм. Да, окей, да, хорошо. Так, следующий вопрос. Что такое ООП и что такое ПОП? ООП — это объектно-ориентированное программирование, оно, получается, зиждется на классах, на наследовании, и здесь как бы есть свои плюсы. Например, один из плюсов то, что мы, получается, наращиваем, так сказать, функциональность, когда мы создаем подкласс и, так сказать, добавляем функциональность. Но в связи с тем есть минусы, потому что Мгм. с подклассами, получается, наследуется вся функциональность родительских классов. И POP — это протокольно-ориентированное программирование. Это, можно сказать, что это более, так сказать, Swift считается протокольно-ориентированным программированием, да, потому что здесь есть некоторые преимущества перед ООП, и он, получается, основан на какие инструменты используют протоколы, расширение, ну и главным образом именно расширение протоколов. То есть, получается, если мы в ООП используем наследование, то
в протокольно-ориентированном программировании мы используем интерфейсы, это протоколы, для того, чтобы передавать, так сказать, функциональность по умолчанию другим типам. И здесь мы можем передавать функциональность сразу нескольким типам. То есть если мы, например, в расширении протоколов делаем какую-то функциональность по умолчанию, то она уже по умолчанию будет доступна всем типам, которые подписаны под этот протокол. Вот. И здесь в чем плюс, что мы можем также делать композицию протоколов. Вот, и что, например, в Open не получится, то есть там не получится наследоваться от нескольких классов. Вот. А в POP, то есть можно, так сказать, подписаться под несколько протоколов. И благодаря этому можно, так сказать, более гибкость сохранять в программировании. Да. Вот. Следующий вопрос, который я хотел задать. Да, ты предвосхитил мой вопрос. Ну ладно, тогда дальше. А про Solid слышал что-нибудь? Можешь рассказать, что это такое? Ну да, конечно, Solid — это 5 принципов программирования, которые писал Роберт Мартин, известный как дядюшка Боб. Здесь но эти принципы созданы для того, чтобы писать хорошо тестируемый модульный код, который легко, так сказать, поддерживать и рефакторить, изменять в будущем. Да? Вот такой надежный такой код, можно сказать. И если описать эти принципы, то первый принцип — это принцип единой ответственности, да, то есть каждый тип данных, он должен, так сказать, иметь только одну задачу и иметь одну единственную причину для изменения. Подожди. Давай, да, это не будем перечислять все. Давай там, про D расскажи мне, про последний. D — это который, да, принцип инверсии зависимости — это когда мы, зависимость идет тогда снизу вверх, то есть классы верхнего уровня, да, или типы данных верхнего уровня, они не зависят от конкретики, да, от классов, от подтипов, от классов нижнего уровня. Вот так сказать коротко. А пример сможешь привести какой-нибудь? Как это вообще в коде встречается? Что это такое? Так, да, ну, например, если мы хотим во view контроллере, допустим, создать экземпляр модельки, то если мы сделали это бы обычным образом, да, создали бы экземпляр модельки с помощью типа модели, то тогда бы, вот получается, вот абстракция или вот этот контроллер, да, он тогда бы зависел бы от модельки, да, что, получается, не было бы вот этой вот инверсии зависимости, не было бы. Поэтому, чтобы, так сказать, избежать, чтобы классы верхнего уровня, да, то есть абстракция не зависела от конкретики, да, то есть от какой-то конкретной модели, то мы здесь делаем что? Мы, получается, модельку подписываем под протокол, то есть создаем какой-то протокол, который должен реализовать ряд требований. И уже когда мы создаем экземпляры модельки, то мы создаем это не с помощью типа модели, а с помощью типа протокола. И, так сказать, по сути, Да, да. да, таким образом. Да. Да, все верно. Нет, все верно. Да, ты уже все рассказал. Хорошо. Тогда следующий вопрос. А какие, например, паттерны нарушают принципы Solid? Есть вообще такие? Да, несколько паттернов есть, может быть, такие антипаттерны. Это паттерн, например, синглтон, одиночка, да, который, например, что делает? Он внутри себя представляет какую-то реализацию, и также он еще создает экземпляр самого себя. То есть здесь он, по сути, нарушает два принципа. Принцип единой ответственности, да, то есть потому что у него как минимум две задачи есть, да, представить какую-то конкретную реализацию и создание экземпляра. И также вот как раз вот пятый принцип он тоже нарушает инверсию зависимости, потому что внутри себя он, ну, то есть на верхнем уровне, да, на уровне абстракции, так сказать, представляет какой-то конкретный экземпляр и конкретную реализацию. То есть здесь как бы не сохраняется гибкость. Вот. Поэтому тоже пятый принцип тоже нарушает. Верно, да. Хорошо. Дальше. Есть ли у нас какие-то паттерны, которые нарушают принципы Solid? Так, ну их несколько паттернов, но можно привести паттерн, ну, который считается антипаттерном, одиночка, синглтон, да, потому что у него, как бы, можно сказать, две ответственности. Он и дает реализацию каких-то методов, и сам также внутри себя создает экземпляр самого же себя, да. Вот получается, две обязанности на себя не берет. И также он нарушает последний, вот пятый принцип, да, о котором мы сейчас говорили, да, принцип инверсии зависимости, потому что здесь он уже в самом верхнем уровне предоставляет какую-то конкретную реализацию этого типа данных. Вот. Поэтому два принципа он нарушает. Ну, также есть другие паттерны, например, ну не паттерны, а как бы
способы программирования, когда, например, класс или протокол берет на себя слишком много ответственности, да, там слишком много всего там на него, так сказать, намешано, то тогда это тоже нарушает как раз вот принцип разделения интерфейса, да, четвертый принцип, допустим, Solid. Еще принципы программирования, ты знаешь. Так, Какие-то еще? ну да, это получается самый такой распространенный принцип DRY, don't repeat yourself, то есть не повторяйся. То есть, ну, если сказать просто, этот принцип сводится к тому, чтобы избегать дублирования кода, то есть там, где это возможно. И здесь мы можем, в принципе, этого достичь, если, допустим, будем какие-то делать универсальные, допустим, типы данных. Это можно сделать с помощью дженериков, с помощью протоколов, чтобы не делать какую-то реализацию под, допустим, под все типы данных. Можно сделать какой-то общий интерфейс и потом уже, который будет работать для различных типов данных. Вот. Есть также принцип TIS, ну, то есть можно сказать, что делай это просто, коротко, то есть ясно. То есть он сводится к тому, чтобы избегать излишней, так сказать, сложности и следить за тем, чтобы читабельность кода была на высоком уровне, да, то есть следить за то, чтобы это было насколько-то лаконично, просто так описано, да, то есть функциональность какая-то. Вот. И еще принцип, какой можно здесь привести, который можно в качестве примера, это ягни. То есть получается, ну, на русский переводится как «тебе это не понадобится» или «ты можешь обойтись без этого». Он сводится к тому, что наперед не нужно предоставлять какую-то, допустим, функциональность, если на данный момент она не требуется. К примеру, если мы говорим про протокольно-ориентированное программирование, то там мы предоставляем минимум, так сказать, требований для того или иного типа, а потом уже при необходимости эти требования, так сказать, расширяем. Вот. Ну, так, если сказать, просто и коротко. Да, хорошо. Да, все верно, все верно. Давай следующий вопрос. Спросить такое RC. Что такое RC? RC – это Automatic Counting Reference, то есть автоматический подсчет щелок. Это, получается, способ Swift, так сказать, следить за, так сказать, оптимизацией памяти, да. То есть раньше был manual, да, то есть ручное, да, управление памятью, сейчас это автоматически. То есть, как правило, разработчики, если разработчики не заботятся об этом, то есть это делается автоматически в том плане, что когда мы создаем объект и передаем этот объект, ссылку на этот объект в разных местах, то, так сказать, счетчик автоматически увеличивается на 1. Если мы удаляем или уже не используем какой-то объект, то, так сказать, соответственно, уменьшается на 1. И объект освобождается из памяти для повторного использования, то есть память освобождается для повторного исследования, когда этот счетчик равен, так сказать, нулю, да, то есть тогда освобождается. Вот. То есть это такой процесс автоматический, работает Swift, поэтому здесь, так сказать, проще, так сказать, следить за, то есть об этом, как правило, не нужно. Ну, здесь Слышно меня, да? да, слышно, да. Но здесь что еще могу Давай добавить, следующий вопрос. Здесь я понял. Да, я понял. Я что здесь здесь еще может владеешь произойти, этой да, темой. цикл Давай. еще, цикл сильных ссыл здесь еще может произойти, да. Здесь мы можем тоже следить за тем, если использовать такие ключевые слова, как Был следующий вопрос. Да, был следующий вопрос, который я хотел спросить. Хорошо, отвечай. Да, говори. Это получается ключевые слова Цикл как, сильных ссылок. да, ключевые слова как weak, unknown. То есть здесь мы просто когда используем эти ключевые слова для того, чтобы создавать слабые ссылки. И когда мы используем эти ключевые слова, то тогда автоматически, то есть RC не увеличивает счетчик, да, и тогда не создается цикл сильных ссылок. Вот. За этим нужно следить, чтобы не было утечки памяти. Ага, я понял. Угу. Хорошо. Что такое copyright? Copy on write, ну, как мы говорили, когда говорили про типы значения, то мы там говорили о том, что при копировании типов значения, допустим, структуры, то передается значение. Ко это создано для оптимизации, так сказать, производительности, да, и копирование происходит только тогда, когда мы изменяем, допустим, какие-то большие типы данных, например, коллекции, да, допустим, это массивы, там,
наборы и словари. И то есть, когда мы копируем и не изменяем, да, эту коллекцию, да, которую скопировали, то здесь применяется call в том плане, что они ссылаются на один и тот же, так сказать, объект памяти. То есть это как бы один и Ага. те же данные, но копируются, значения копируются, да, когда мы, так сказать, изменяем то, что скопировали, да, то есть вторую коллекцию мы, допустим, изменяем, то тогда происходит копирование данных. Повторюсь, это для того, чтобы, Хорошо. да, для оптимизации работы, да. А со структурами с обычными работает? И как вообще, какая разница Со структурами нет, между копированием, допустим, массива и структуры? Разница между копированием массива и структуры обычно. Но разница в том, Есть она что вообще? да, есть разница, там у кого не применяется, если мы говорим про обычную структуру, то там сразу же передается значение и сразу же передается и хранится как независимая копия, да, то есть Мгм. уже сразу же. А если про большие Мгм. коллекции, да, допустим, массив, то там как бы копирование сразу же не происходит. Вот как раз вот этот принцип кого применяется. Вот. Так, хорошо. Хорошо. Ну, а что такое опционал? Опционал, ну, если сказать просто, это он может, так сказать, в опционал мы можем обернуть, по сути, любой тип данных, допустим, string, int, там, bool. То есть это, по сути, способ сказать, что какого-либо значения может не быть. То есть, вот, по сути, мы можем, так сказать, представлять, так сказать, возможность, что делать, если какого-либо значения нету. То есть здесь под капотом это работает как перечисление, то есть можно сказать, что это тип значения, да, value type, и под капотом это два кейса, то есть это кейс non, то есть отсутствует какое-либо значение, и кейс value, то есть есть какое-либо значение. Допустим, если мы Мгм. берем оборачиваем, допустим, обычное значение типа string или int, то здесь мы можем предусмотреть такую возможность, что значение, допустим, строки вообще может и не быть. Не то чтобы пустая строка, да, то есть этой пустой строки вообще даже может не быть, или не может быть какого-то значения типа int. Вот. И это создано для того, чтобы представить такой безопасный такой код. И здесь у нас можно перечислить такие 4 способа, так сказать, извлечения опционалов, чтобы убедиться, что значение точно оно есть, и можем, так сказать, его использовать для того, чтобы работать с ним дальше в программе. Вот. Да, да, все верно. А, хорошо. Ты знаком с дженериками? Что это такое вообще? Можешь объяснить? Дженерики, да, или универсальные типы, это такой мощный инструмент Swift, который позволяет нам, можно сказать, избегать дублирования кода, потому что мы можем создавать универсальные типы данных, например, универсальные классы, структуры, там, функции, и, так сказать, представлять такую некоторую абстрактную реализацию для разных типов данных. Вот. И когда мы используем дженерики, то на этапе компиляции, когда мы передаем, допустим, аргумент какого-либо типа данных, то на этапе компиляции Swift уже понимает, с каким типом мы там работаем, и он уже как бы, если мы там какой-то другой тип данных передаем, то он уже понимает, что этот тип данных не соответствует тому, который мы передали раньше. И здесь, по сути, мы работаем с конкретным типом, да, и так это работает со всеми другими типами. То есть мы можем, допустим, создать какой-то, допустим, какой-то метод для, допустим, ну, сейчас какой бы пример привести, для, допустим, чтобы изменять местами какие-то значения. Можем это сделать для типа string, для Мгм. типа int, то есть и местами менять значения. И это будет работать для различных типов, допустим, для типов double, float, то есть без проблем это будет работать. Мгм. Мгм. Да, да, я понял. Хорошо, тогда тоже в тему вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты перечислил принципы программирования, да? Какой именно принцип программирования нам позволяет соблюдать использование инженериков? Ну вот получается принцип dry, то есть благодаря тому, что мы используем дженерики, здесь мы Да, по да, сути верно. да, избегаем дублирования кода, да, вот. Мы не создаем функциональность для каждого типа по отдельности. Да, 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 все правильно. Давай к следующему тогда блоку перейдем по SwiftUI. Расскажи, пожалуйста, мне, что вообще собой представляет SwiftUI, какие его преимущества, ну, я имею в виду, вот был у нас UIKit, почему дальше Python не стали пользоваться, что дает SwiftUI, как он может Мгм. устроен, в общем, расскажи.
Так, ну, SwiftUI был выпущен для iOS 13 и для Swift. С iOS 13 он уже доступен, и получается новый способ, так сказать, для создания интерфейса. Да. Раньше вот UIKit был использовался, да, но он такой уже устарелый, можно сказать, да. И SwiftUI, если сказать коротко, то это можно создавать интерфейс, пользовательский интерфейс, намного быстрее и проще. Это почему? Потому что здесь используется декларативный способ программирования. То есть программист, он говорит, что он хочет видеть, да, какое представление, где он хочет его видеть и как. Да? То есть мы используем модификаторы для того, чтобы какие-то корректировочки вносить. А уже SwiftUI из коробки предоставляет, так сказать, реализацию того, что мы, так сказать, задали ему там какие-то там параметры. И, так сказать, и это работает очень быстро. И для интерфейса мы в SwiftUI используют структуры, то есть нет уже классов, как UIKit, нет вот этой вот всей наследовательности, да, и поэтому это нет вот сложности, да, Да, да. которая есть вот при наследовании, да, вот и при вот все вот это вот. Поэтому это работает намного быстрее, чем UIKit. Также что здесь можно еще подметить, что здесь Да, это одно из важнейших отличий, да. Что еще? Я перебил. есть Извини. Canvas, то есть когда мы пишем код, сразу же отображается действие кода уже на интерфейсе, предварительном просмотре, то есть мы сразу можем видеть результат своей работы, не запуская сам симулятор, само приложение. Вот. Мгм. И Да, да, это тоже упрощает очень. можно сказать, что здесь еще, я уже говорил, да, что просто, да, но здесь еще просто в том, что мы вот представление можем, как в Lego, да, то есть друг на друга, то есть соединять, использовать композицию, наращивать, так сказать, функциональность, сложность и вставлять друг в друга. Здесь это тоже очень просто и быстро работает. И еще, что я хотел сказать, в SwiftUI очень хорошо реализована работа с данными в том плане, что есть такая вот связь, да, то есть или дата биндинг, да, если я правильно сказал. То есть получается, если мы Мгм. следим за данными, да, то есть если данные, так сказать, изменяются, то пользовательский интерфейс, да, SwiftUI на это сразу же реагирует, и интерфейс у нас сразу же обновляется. Вот это очень тоже просто и быстро используется. Вот. Да, да, все верно. Да, все верно. Да, так четко ты рассказываешь. Что тебе такое спросить посложнее? Сейчас, секунду, подумаем. А, расскажи мне, пожалуйста, что такое Magic Geometry Effect? Так, Ты это сталкивался когда-нибудь с да, этим? да, 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 я это смотрел, да, тоже очень такая интересная штука. Это модификатор, который позволяет анимировать разницу между представлениями. То есть, по сути, для анимации, да, нужно. Раньше, когда мы делали анимацию, ну, вообще тоже хотел сказать, что в отношении Swift то анимация тоже, с анимацией очень просто работать и быстро. Но там мы следили раньше, то есть Мгм, мгм. предоставляли какие-то данные, подписывались, да, не подписывались, анимировали разницу в данных, да, то есть какое-то значение, и когда это мы значение меняли, это анимировали. Здесь же мы, по сути, используем такое как бы оболочку свойств, как namespace, создаем какое-то пространство имен, потом используем идентификатор matched geometry effect для того, чтобы создать какой-то идентификатор для представления, и потом, то есть, допустим, два представления, да, то есть, и потом, когда мы изменяем состояние, то нужно это сделать ну, блоком кода with animation, да, with animation, то здесь вот автоматически вот SwiftUI коробки за нас делает, так сказать, анимацию вот этих представлений. То есть он разницу между представлениями, он анимирует. Вот. То есть, по сути, он и может анимировать, так сказать, размер, положение представления, вот это все анимировать. Но, насколько я знаю, он не анимирует цвет представления. Вот. Хорошо. Ну, если сказать коротко, да, то есть, по сути, для того, чтобы ну, проще анимировать представление, да, вот так вот, с помощью этого модификатора. Да, я понял, я понял. Хорошо. Следующий вопрос. Что такое preference key? Preference key – это протокол для того, чтобы можем создать свой тип данных, подписавшись на этот протокол, да, представлять какое-то значение по умолчанию и то, как мы хотим, так сказать, собирать, так сказать, предпочтения, значения в дочерних представлениях. И это позволяет, если мы подписались, да, под этот протокол и реализуем это с помощью модификатора preference, то можем, так сказать,
качестве ключа передавать тот свой тип данных, который мы создали в качестве ключа. И можем, как сказать, передавать значения из дочерних представлений родительским представлениям. И в родительском представлении эти значения использовать, либо между соседними представлениями можем эти данные передавать. Вот. Так, и такой тоже, Да, может быть, мощный прекрасно, инструмент, да, чтобы передавать информацию между представлениями, да. Мгм, мгм. Так, хорошо. Ну, у меня, в принципе, уже нет вопросов больше. Давай тогда к коду перейдем. Артем, скинь ссылку, пожалуйста, на доску. Чат сюда кидай. Так, Да, переходи да, на доску. перехожу. Да, все, я внутри. Александр, не слышно тебя? Меня. Да, вот сейчас Да, слышно, да, да, сейчас слышно. да, со связью был. Да, Артем. Прошу прощения, у меня связь отвалилась, у меня тоже немного непонятно, что было. Надо написать функцию, которая принимает массив и делает уникальные числа, выводит, написать функцию, которая принимает массив и выводит отфильтрованный массив уже уникальных чисел. Окей, я понял. Так, вот фильтр R. Понятно, да? Да, я понял задачу. Сейчас я здесь Да. да, понял. Да. Так. Только если можешь, ты рассуждать, что ты делаешь, зачем-то. Интересно. Ну, первая идея, которая мне сейчас пришла, это использовать set для того, чтобы избавиться от дубликатов. Но если это не влияет, если не важна, так сказать, последовательность, или все-таки последовательность важна? Ну, нет, без сета, если можно. Хорошо, так, я понял. Так, ну вот я создаю функцию фильтр array. Так, параметр будет у нас array. Здесь у нас мы передаем массив интов, а потом возвращаем, так, возвращаем также массив интов. Но здесь можно реализовать это с помощью цикла for, либо с помощью цикла for each. Ну вот, например, можно через for each, например, реализовать. Берем array, используем цикл for each. Так. И получается, если у нас есть... так, в принципе, что здесь можем? Здесь я забыл еще создать какой-нибудь пустой массив. New array, к примеру. Он у нас будет пустой. Так, я его инициализирую, он у нас пустой. И мы, получается, проверяем, если да, if в new array нет значения, да, здесь оператор, логический оператор не используем, да, если нету этого значения, да, contains нету, то тогда что мы делаем? То тогда мы в этот массив мы добавляем значение вот этого, да, которое мы здесь используем. Так, contains. Здесь я забыл передать аргумент. Так, $0. То есть, если мы используем безымянные, так сказать, эти параметры. Здесь мы этот new array. Так, мы используем так метод append. Добавляем вот этот элемент, да, каждый элемент, по которому мы проходимся. И потом важно здесь не забыть вернуть этот наш массив return new array. Так, ну вот вроде бы и все. Да, хорошо. Так, давай сейчас следующий. В каком последовательности вы видите принты? Так, print multitrading.
Так, ну здесь тогда я здесь напишу. Получается, первый у нас работает вот 18-я строчка, да, то есть мы в консоли видим единицу, потом, потом мы заходим вот в эту функцию, у нас работает вот этот принтер, да, 5-я строчка, значит, значение двоечка, да, выведется. Значение двойка. Так, потом этот у нас асинхронный код уже, да, получается, но тогда мы дальше идем, вот этот принт у нас работает, да, так как это уже вне потока, то есть асинхронный поток у нас, то тогда у нас работает вот этот принт, да, то есть если в главном потоке мы идем, да, это 6-я строчка, и потом 20-я строчка вне функции, да, вот это вот вне функции print multithread, да, это, наверное, тогда 7-я строчка у нас, значение 7. И потом вот у нас уже асинхронный код. Так, print, тогда вот 8-я строчка, это значит значение 3 сработает, и в консоли мы видим. И потом мы заходим, так, сейчас, секундочку. Так, здесь у нас main async, а здесь у нас main async. Мне кажется, здесь у нас будет deadlock, здесь у нас ошибочка будет, потому что мы в асинхронном контексте вызываем асинхрон. Мне кажется, это не сработает здесь вот. Здесь. Да, все верно. Молодец. Давай секундочку. Можно ли переопределить методы класса А в классе Б? Так, ну, насколько я знаю, класс, он позволяет переопределять методы, свойства, а вот статик нет. Статику, получается, этот метод принадлежит классу А, и вот здесь, когда мы попытаемся вот статик функцию переопределить, вот здесь вот, да, которая вот у нас уже есть в классе А, да, от которого мы наследуемся, то здесь, мне кажется, будет уже ошибка, и мы не сможем это сделать. Вот. Хорошо. Так, давай следующий. Так, что вы видите после выполнения программы? Так, протокол P, расширяем протокол с помощью, вот так, вот представляем этот метод, да, по умолчанию, а потом под структуру мы подписываем под протокол P и предоставляем собственную реализацию этого метода, да, from class. Здесь мы инициализируем, так, и потом вызываем метод. Так, здесь какой выведется? Так, если мы вызываем здесь класс C, так, ну здесь получается будет from class, вот здесь вот. А так как здесь мы инициализируем как протокол, то есть он ничего не знает о структуре C, то здесь тогда он выведет в консоль, выведет from protocol. Вот так вот, мне кажется, да, будет это у нас вот так вот видеть. Кажется, так, да. И давай последнюю задачку. Что здесь вы видите? Ага, я понял. Так, цикл for. Так, ну может казаться, да, впечатление первое, да, что может здесь массив изменяться, да, чтобы и вот, но здесь так как происходит в цикле for захват значения вот этого массива, то внутри цикла он, так сказать, не отслеживает вот изменения вот этого массива, который мы здесь делаем. Поэтому можно сказать, что в конце выведется значение 1, 2, 3. То есть как бы не изменяем массив. Но хотя он здесь вот при каждой итерации, да, 3 итерации у нас здесь будет, массив 3 раза будет изменяться, но в цикле for мы не сможем, так сказать, в этой константе i отследить эти изменения. Поэтому вот эти 3 числа у нас выведется в консоль 1, 2, 3. Да, молодец, правильно. Хорошо. У меня все. Ну, да, в принципе, все. Тогда у тебя есть какие-нибудь вопросы?